I love you, and all of your pieces. There's too much smoke to see it, there's too much broke to feel it. I love you, and all of... Салют, друзья! Я нахожусь в Швейцарии, в Женеве, а возле меня справа находится Макларен Сенна. Та самая, которую спроектировал талантливейший молодой дизайнер Макс Шкинде. И сегодня мы отправляемся в Англию, чтобы познакомиться с ним лично и узнать, как у него получилось спроектировать интерьер этого чуда. Макларен Сенна весит чуть более тонны, что делает ее самой легкой дорожной моделью в истории британской марки. Гиперкар оснащен двигателем V8 с двумя турбинами, который позволяет разгоняться до сотни всего за 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км в час. Ориентировочная цена – 1 миллион фунтов. Но купить это авто уже не выйдет. Лимитированная версия в 500 авто распродана еще до начала серийного производства. В 17 лет я не имел малейшего представления, что меня ждет впереди. 21 год стажируясь в студии Артемия Лебедева, за 2 месяца я повзрослел на 3 года. В Москве мне платили около $400, в то время как за койко-место я платил 500. Я хотел учиться. В 22 года моими преподавателями были дизайнеры из таких компаний, как Ferrari, Maserati и Alfa Romeo. Между стажировкой Mercedes и работой на Шкода я выбрал работу на Шкода. Я был самым юным дизайнером в компании Шкода. Мой коллега из Ferrari однажды пошутил, что у меня все сложится при 2 обстоятельствах: если я не увлекусь наркотиками или не влюблюсь. В 27 лет я отказался от предложения работы в Land Rover ради контракта в McLaren. На обложке портфолио, отправленного в McLaren, я допустил достаточно грубую ошибку. В McLaren я произвел впечатление, которому, как мне сейчас помнится, я не соответствовал. В 29 лет я стал дизайнером интерьера McLaren Senna. Летом 2018 года выйдет модель McLaren, в которой я выступил дизайнером экстерьера. Моя история о том, к чему приводят неосторожные мечты. Салют, друзья! 6 марта в Женеве был презентован Макларен Сенна, автором интерьера который стал талантливый украинский дизайнер Макс Шкинде. Знакомьтесь, Макс. И в этом выпуске вы узнаете, как молодой украинский парень без связей, денег или влиятельных родителей стал дизайнером Макларен, одной из лучших автомобильных компаний в мире. Погнали! Этот звонок вообще разделил мою жизнь на до и на после. Да, потому что все, что происходило после, это какой-то сон, от которого я до сих пор не могу очнуться спустя 4 года. И вот этот роковой звонок от дизайн-директора компании Фрэнка Стефенсона, на тот момент, который недавно ушел в отставку. Я сижу с коллегами, ужинаю в ресторане после работы. Смотрю неизвестный номер британский. И в контексте моего общения с Land Rover на тот момент я понимаю, что это кто-то из Land Rover. Отвечаю на звонок. Человек представляется дизайн-директором компании McLaren и говорит: не хотели бы вы прилететь к нам на собеседование? И у меня первая реакция: не может быть, это какая-то шутка, это кто-то меня вот разыгрывает. В процессе понимаю, что все абсолютно серьезно. Говорю: конечно, да. Причем я максимально не хочу вот выдать вот этого, знаешь, ощущение, что да, вот оно, yes, шанс моей жизни. В течение этой же недели я лечу на собеседование, прохожу его, получаю второе предложение в интервале буквально 1 месяца, потому что ему предшествовало собеседование с Land Rover. У меня два предложения, я понимаю, что такой, знаешь, один шанс на жизнь.
И, к сожалению, да, мне приходится сказать нет Land Rover'у. В 17 лет выбор был небольшой. Главной задачей стояла не попасть в армию, как и большинство ребят моего возраста на тот период. А так как я был родом из Запорожья, Запорожье замечательный город, но, к сожалению, не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы я стал тем, кем я стал впоследствии. Поэтому я старался максимально быстро оттуда улизнуть и больше никогда туда не вернуться. Вот. Очень непатриотично. Я думаю, что меня запорожцы будут ненавидеть за это интервью. В 21 год стажируясь на студии Артемия Лебедева, ты сказал, что повзрослел за 2 месяца, как за 3 года. Прокомментируй это. Я был самым юным в коллективе, как мне помнится сейчас. От меня требовалось как от полноценного штатного сотрудника, как от полноценного дизайнера, и требования были достаточно высокие. Артемий Лебедев – самый высокооплачиваемый дизайнер. На счету его компании «Веб-дизайн» более 2500 работ. И никто со мной не читался. Ты там с опытом, без опыта, ты член команды. Первые дни у меня была естественная реакция, мне хотелось просто оттуда удрать. Мне было достаточно сложно, планка была очень высокая. Ты не имеешь права позволить себе факап какой-то конкретный, потому что у этого будет слишком большая цена. Ну, это репутация, валится весь процесс, клиент уходит и больше он не возвращается. И ты подставляешь всю команду. Ты сказал, 22 года поступил в IED. Моими преподавателями были действующие дизайнеры из таких компаний, как Ferrari, Maserati, Alfa Romeo. Чему они тебя научили? Ты знаешь, мой преподаватель Андреа Мелителло однажды мне сказал такую фразу на экзамене по иллюстрациям. У тебя все должно неплохо сложиться при 2 условиях. Если ты не увлечешься наркотиками и если ты не влюбишься. Но это о том, что это 2 вещи, которые могут тебя конкретно затянуть, да, и вырвать тебя из твоего любимого дела. Ну, воспитали бы мне вкус, непосредственно воспитали вкус, потому что ты живешь 2 года в Италии, в Турине, сердце автопрома итальянского. Завод Фиата, который находится в центре Турина практически, на который у нас были время от времени экскурсии, и мы ходили и смотрели на монтажной линии, как собирался Alfa Romeo Mito, например, или тот же Fiat Multipla. Это был интереснейший опыт, и я даже не знаю, где бы я на территории СНГ мог в подобное окунуться. На обложке портфолио, которое ты отправлял в Макларен, была допущена ошибка в слове «стандарт». Слово «стандарт» вместо «д» использовал букву «т» в конце. Ну, еще так получилось, что окончание «art», и я обыграл это через слово вот «искусство». Я отправляю это портфолио, приезжаю на собеседование. Один из первых вопросов, который мне задает мой будущий дизайн-директор. Вот это вот слово «стандарт» ты специально написал через букву «т», чтобы обыграть слово «искусство». И тут я понимаю, что стандарт пишется через «д». И я такой, да, да. И реакция была просто нереально крутая, потому что мой босс такой, я же говорил, что это была идея, я же говорил, что это была фишка его. И я такой, о, слава богу. И, ну, это было, правда, смешно. Я им, кстати, об этом так и не рассказал. В 29 лет ты стал автором интерьера McLaren Senna. И тебя спрашивали о том, какой момент более сильнее, когда ты сел в машину, которую ты спроектировал, или момент, когда ты узнал, что выбрали твой проект? Участвовало 4 дизайнера, у каждого был свой достойный проект интерьера. И когда выходит мой босс, дизайн-директор, и говорит, что, ребята, в следующие 2 года мы будем работать над проектом, над дизайном Макса. Я понимаю, что это что-то очень крутое, и мне даже в какой-то момент кажется, что нет, это неправда, сейчас что-то переиграется, отмотается, и вот только чуть-чуть глубже в процесс я понимал, что это оно, это происходит, это вот сейчас, здесь. И когда я сел впервые в этот интерьер, уже готовый в собранную машину, спустя 2,5 года,
Это было нереально офигенное ощущение, но все равно это ощущение сравнить с днем, когда тебя определили как на данный момент лучшего. Изначально у нас была установка, что это должен быть самый ориентированный интерьер на водителя, на драйвера. То есть он герой, все остальное должно быть подчинено ему. Чистые формы, чистые линии, чтобы у него не было раздражителей визуальных. Потому что машина для высоких скоростей. Мы приглашали реального гонщика, пилот Формулы-1. Вот сюда рука дотягивается, максимально на вот этом расстоянии должны быть вот эти кнопки, потому что они чаще всего используются. Было бы здорово, если бы кнопка старта была в крыше кокпита и включаешь двигатель, да, как в истребителе. Кнопка вверх, а не ключом или где-то сбоку. Ты еще не завел машину, а ощущение, что ты в чем-то нереально космическом, да. Как мир будет выглядеть через 20-30 лет? Летать мы точно не будем. Вот знаешь, вот эти все летающие машины из стиля пятого элемента, этого не произойдет ни через 20, ни через 30, я думаю, даже через 50 лет. Держись. Я в это не верю, и в этом есть некий конфликт и противоречия, да, я вроде как человек, который занимается разработкой достаточно футуристических автомобилей, при этом не веря в то, что они начнут летать, но это мое субъективное мнение. Друзья, напоминаем о действующих конкурсах. Мы разыгрываем 3 путевки на Буковель и 46 скіпасів. Вам 46 років, так? Так. Тоді подаруємо 46 скайпасів. Ми подаруємо вікенд на двоїх на Буковель, де буде проживання. І третє, найкращим людям, хто виконує умови. І проживання, і скіпаси, і вечеря з вами. А также 5 гиробордов. Вот таких 5 красавчиков. 21 марта в 21:00 в прямом эфире на канале Young Business Club мы выберем победителей этих конкурсов. Друзья, пришло время узнать результаты розыгрышей, объявленных в прошлых выпусках. Итак, камень, который мы добыли на Шри-Ланке, это кварц. Первым его распознал подписчик Александр Плохотнюк. Камень уже на пути к своему владельцу. В своих комментариях оценил выпуск о Шри-Ланке и попал в рандом, а значит выиграл упаковку эксклюзивного набора цейлонского чая Руслан Гук. И, внимание, путевку на двоих на Шри-Ланку получает Андрей Кошкин. Он четко выполнил все условия конкурса и был выбран путем случайного поиска рандомайзером. Напомним, розыгрыши проходили и будут проходить в прямом эфире на Facebook-страничке Андрея Остапчука. Подписывайтесь на канал, участвуйте в розыгрышах и получайте заслуженные подарки. Young Business Club. Канал твоих возможностей. Как ты думаешь, людям стоит будет поставить лайк на это видео и подписаться на канал? Я очень на это рассчитываю. Конечно же, я не навязываюсь, но, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Макс, мы можем что-то разыграть в этом выпуске? Давайте разыграем фирменную футболку Макларен, которую мы передадим победителю из технологического центра Макларен, сердце компании, которую мы подпишем ему от дизайн-команды, ну, в моем лице. Ты в мае будешь в Киеве? Я планирую. Да. Пускай люди выберут, если ты не против, чтобы или футболку, или там полчаса с тобой встречу, которую я обоюдно организую. Условия конкурса будут просты. Быть подписаны на Facebook Макса, который будет в описании. Подписаны на канал, оставить комментарий о том, как вам это видео или какой-то вопрос Макса. Самые интересные вопросы я подарю, каждому нарисую по рисунку, подпишу дизайнера. Да. До встречи на следующей неделе. Спасибо, Макс. Спасибо, ребят.